конце ноября 2025 года мне на почту пришло письмо от Александра Федотова. В этом письме он сделал мне предложение поехать в зимний велопоход, но не куда-либо, а на перевал Дятлова. Авантюризма у меня хоть отбавляй, поэтому такое предложение показалось мне интересным. Главной целью этого похода было то, чтобы попробовать проехать маршрут по снегоходным путикам до перевала, ведь ранее этого никто не делал. Получится у нас или нет, мы сами еще не знали. Этот поход должен был стать некой подготовкой перед большим велопоходом весной 2027 года на плато Мань-Пупунер. На поезде я прибыла в город Екатеринбург в 6 часов утра. На вокзале меня встретил Александр, и мы на его буханке отправились в путь. По пути надо было забрать третьего участника похода Ильдара. Четвертый участник был из Перми и решил добраться до места старта на своей машине. Так, только этот трансмиссии наверх. Получается на сторону Ленинграда, да, дорога? Ну да, на такие. Да, сейчас. Я думаю, что Нам предстояла долгая дорога от Екатеринбурга до поселка Вижай. Это 600 километров. По пути заезды в кафе на перекус и закупка общих продуктов в городе Ивдель. Изначально велопоход собиралось 8 человек, но чем ближе дело к походу приближалось, тем меньше участников становилось, и к началу 2026 года нас осталось 4. Мы сейчас позавтракали и отправляемся уже дальше. На пути предстоит нам город Ивдель. После этого будет уже последняя, так скажем, цивилизация Вижай, поселок Свердловской области. И оттуда уже завтра с утра мы стартанем. Насколько это большая авантюра, думаю, все знают, но надеюсь, что все у нас получится. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы пройти этот маршрут, дойти до перевала Дятлова и вернуться обратно, а остальное зависит от погоды. Очень надеемся, что не будет очень снежно, что не будет метелей, и мы справимся с этим. Со мной Александр Федотов, он сейчас немножко расскажет про себя, и Ильдар тоже про себя немножко расскажет. Далее уже въезжаем, мы встречаемся с 4-м участником нашей экспедиции, так скажем, экстремальной. Александр, скажи мне, как вообще тебе пришла идея совершить вот такой поход? Виктор Квасов его зовут. Однажды мне сказал: Саш, слушай, вот почему бы тебе с твоими туристами и с теми, кто разделяет твою тягу к путешествиям, не попробовать приехать к нам сюда на велосипедах? Ведь, говорит, у нас есть, по сути дела, снегоходная путик снегоходный, и, допустим, в марте месяце он особенно хорошо выражен. Я тогда глубоко задумался, это было, года 3, наверное, назад. И вот буквально в этом сезоне, перед зимним сезоном, у меня возникла идея реализовать эту историю. Но, как вы уже поняли, мы едем не на Мань-Пупунер, и на улице не март месяц. На улице у нас сейчас январь, и едем мы к перевалу Дятлова. Почему к перевалу? Потому что тоже место не менее легендарное, не менее сложно посещаемое, особенно в зимнее время и особенно на вело. Почему все-таки перевал? Потому что по трудозатратам добраться туда чуть-чуть полегче. И посещение плато Мань-Пупунер при успешном развитии событий это будет следующий наш этап. Я надеюсь, Ксения тоже обязательно присоединится к этому вызову, так скажем. Поэтому вот так возникла эта идея. Дальше я стал искать людей, кто же готов будет отправиться в это непростое путешествие. Ксения откликнулась на мое письмо, она отписала, задавала вопросы. И вот, как вы уже поняли, она здесь и сейчас сидит и едет с нами. С нами Ильдар, еще едет член команды. Он из Екатеринбурга, у него своя веломастерская, он сам за себя лучше расскажет, наверное. Вот. Приятно, когда в команде есть человек, который любит свое дело, воодушевлен,
движением, туризмом, велосипедами и еще понимает в них. Это очень важно в таком ответственном походе, который сейчас у нас замыслился. Вот так скажем, вкратце. Добрый день, меня зовут Ильдар. Как я вообще очутился с вами? Меня позвал также Александр, это участник нашей в группе, один из подписчиков был. Позвал меня попробовать покорить все-таки наш знаменитый перевал Дятлова. Без раздумья сразу сказал да, поехал. Чем я лично занимаюсь? Ну, получается, в данный момент группу мы организовали в 2023 году. Все наши верхнепышминцам передаю огромный привет. Кто лично со мной катался, кто лично меня знает. Давайте будем дружными. Наше сообщество будет все больше и больше развиваться. Сообщество Урал Турбайк наш, конечно, соответственно. Да, конечно, велосипедное. Сейчас у нас получается в группе около 500 подписчиков. Каждое лето мы всегда собираемся, выбираемся покататься. Это понедельник или по субботам, или бывает по вторникам и воскресеньям чередуем. Собираем все больше и больше людей, знакомимся, общаемся. Так что, если вам интересно, Урал Турбайк, присоединяйтесь к нам. Будем очень приятным новым нашим подписчикам и любителям велосипедов, которые любят кататься с нами вместе. Морозик стоит прям конкретный. Так, итого 13 часов у нас занял путь. Ну, уже не торопясь. Здравствуйте. Разгрузка. Четвертый участник нашей экспедиции Дмитрий. Здрасте. Сейчас туда пойдем в гараж, сразу вместе утащим. Давай я тоже что-нибудь потащу. Может, два колеса, да? А где гараж? Колесики. А где гараж-то? Ой, тут тепло. О, вот это. Можно я на этом поеду? Так, аккуратненько. И правда тепло, хорошо натоплена печь. Тут печное отопление. Нифига туда закатывайся. О, нифига тут оказывается тепло-то как. Так тут все для нас. Василий, ты ж постарался. Василий Викторович А вот вы на молодец. них ехали? Да. Офигенно. Дай-ка я констанцию Короче, здесь можно... Колесо больше меня. И до утра пусть они здесь стоят. На теплый зато сядем и поедем там. У меня, конечно, другой багажник. Нет, один в один. Не, я имею в виду, что у меня мой. А, у тебя что? Я заняла вот эту кровать. Сейчас технику, которой сегодня пользовалась, поставлю на зарядку. Здесь получается вот здесь вот розетка есть. И вот здесь тоже розетка есть. Сейчас устроимся, наверное, поужинаем, супчик поедим и будем на боковую ложиться. Потому что завтра сложно будет маршрут. По реке мы не поедем, потому что там путь плохой, поедем по дороге. До поселка Ушма. Там мы завтра будем ночевать в домике. И послезавтра мы стартуем дальше до базы Ильича. Это будет третья ночевка наша. Оттуда после базы Ильича мы поедем уже через
Ачай-Канур. И где-то здесь, либо здесь мы останавливаемся в лесу. После этого на следующий день, возможно, налегке, мы отправимся уже непосредственно на перевал. Вот это снег. Повалило снега. Я смотрела по прогнозу, снега не обещали сегодня. Но прям вообще так нормально сыпет. Мелкий снег. Ветра вроде как бы нет, такой легкий ветерок. Но снег нам может, конечно же, ухудшить дорогу сегодня. Надеюсь, что мы как-то сегодня проедем. Температура вроде потеплее стало, да. Минус 23. Ночью было минус 30. Да, снег совсем сегодня не входил в наши планы. Блокировку и все, ты ее даже не можешь в дальнейшем. Так как в рюкзак я сейчас положила еще плюсом общак, общую еду, он стал тяжелый очень для того, чтобы на спине ехать. Поэтому я его поставила на багажник. Конечно, жесткий перегруз на заднее колесо, когда вот поднимаешь, просто он летит назад. Но в Ишме на базе разгружу его. Будет полегче. Так-то планировала на спине вести, он не такой уж тяжелый был. А сейчас уже тяжело, потому что тут консервы. Ильдар на велосипеде не на фете едет, с широкими колесами, но с хорошими такими протекторами. Сейчас покажу. Вот у него такие мощные протекторы Волокуши. Вторые Волокуши у Саши, у Александра, он тоже с ними поедет. Но они-то прям ужасно загружены. У меня вот так вот. У турбазы Чистоп, как и у поселка Вижай, есть своя история. О ней я расспросила у Александра. Видео сняла не в день нашего старта, но решила рассказ ставить именно перед началом нашего похода. Саша, я так понимаю, что это то самое место, откуда начинаются все приключения. Приключения на перевал Дятлова, на Тартен, на Молебный камень, на Мань-Пупунер. Можешь рассказать кратко, что же это за место, чтобы мои зрители поняли? Значит, место это, как Ксения уже сказала, называется турбаза Чистоп, в поселке Вижай она находится. Это, для меня лично это больше, чем просто турбаза, где можно переночевать. На самом деле здесь объединяются люди по характеру, любящие настоящие приключения, любящие Северный Урал. И вот эти дальние маршруты, как зимние, так и летние. То есть здесь такими теплыми, добрыми вечерами мы собираемся вот в камерной обстановке, ламповой, так сказать, сейчас это модно говорить, на кухне там или прям на входной группе. И обсуждаем, каждый делится своими эмоциями, как прошел его маршрут, что было нового, что интересного. То есть это такое живое место. И рекомендую тем, кто хочет побывать, обязательно здесь остановиться перед своим большим путешествием. В 2010 году здесь, к сожалению, весь поселок сгорел в очередной раз. Это был большой второй пожар в данной местности. Все подчастую было уничтожено огненной стихией. Осталось только в поселке стелла, обелиск, памятник Великой Отечественной войне. Ну и постепенно люди, конечно, стали осваивать эти места в плане туризма. То есть это здесь и рыбалка, и тот же перевал Дятлова, и маршрут на Мань-Пупунер здесь тоже может начинаться со Свердловской области. Соответственно, люди стали приезжать с целью, чтобы здесь остановиться. Останавливались раньше просто в частных домах. И, так сказать, вот Василий Викторович, хозяин этого места замечательного, он решил обосновать здесь именно такую настоящую туристическую базу. Сейчас хороший гараж, есть баня, беседки, парковка для машин, удобный туалет, кстати, да. То есть все это здесь на хорошем уровне, чисто, опрятно. Это действительно не просто, как я сейчас рекламирую, я рекомендую. И кто бывает на севере, тот понимает, насколько этот простой уют очень важен после путешествия особенно. Ты приезжаешь, тебе нужно возвращаться в цивилизацию, но ты хочешь насладиться этой теплотой. Поэтому обязательно
постарайтесь здесь побывать, если ваш путь лежит в эти места. Насколько мне известно, это земли, опять-таки, Мансия, и здесь протекает речка Визжай, священная река мансийская. Можешь чуть-чуть рассказать об этом? Интересно очень. Могу, да, немножко внести ясность. То есть здесь, помимо, да, реки Вижай, как ты правильно заметила, еще и есть река Лозьва. Они здесь прям вот в этом поселке, они сходятся. А в Вижай, она более маленькая река, она впадает в реку Лозьва, состыкуется с ней. И местные жители Мансии ее называют Елпынья. То есть слово Вижай, оно пришло к нам сюда, в Свердловскую область, из Пермского края, от, так сказать, от старообрядцев, от киржаков. Они жили здесь чуть пониже, поселок Бурмонтово. И вот название Вижай, пришедшее от них. У Манси же, конечно, эти места достаточно считаются такими непростыми, сакральными. Конкретно поселок Вижай, как местные жители рассказывают, он является таким местом не для житья человека. То есть здесь шаманское место, здесь, значит, молебные места. А вот там, если здесь пока сейчас не видно, может издалека показать, если за сарайчик отойдем, увидим, там такой камень торчит. И, возможно, там как раз раньше какие-то ритуалы даже совершались. Вот сейчас Ксения вам его покажет, вон буквально он виден. И, конечно же, вот вдоль реки Вижай, по ее берегам, очень много пещер. Часть из них тоже могли быть таким сакральным местом, где можно было найти артефакты пребывания вот этих вот их цивилизаций того далекого времени. Перед стартом я почувствовала легкое волнение, ведь для меня это был первый зимний велопоход. Так как для зимних велопоходов больше подходит фэтбайк, которого у меня не было, пришлось взять в прокате. Обкатать и настроить под меня велосипед перед походом не было возможности, так как он находился в другом городе. Беспокойство вызывало еще то, что сзади велосипеда был перегруз. Изначально мои сумки весили 20 кг, но когда мы разделили общак, то к весу добавилось еще около 10 кг. Уже в начале пути у меня с велосипедом начались проблемы. Надо было подкачать колеса и настроить высоту седла. Настроив, ехать стало чуть лучше, но по-прежнему тяжело. Изначально мы планировали ехать по реке Лозьва, но на этом участке не было снегоходных путиков, поэтому поехали по дороге. По дороге ехать сложнее из-за того, что частые подъемы, а перегруз сзади тянул назад. Главную проблему с велосипедом я почувствовал уже на 3-м километре пути. Руль был слишком низкий для меня и широким. Из-за этого у меня заболели шея и плечи. С тех пор мой путь превратился в настоящее мучение. Шея просто отваливается от неудобного руля, точнее высоты его. Плечи отваливаются от того, что руль слишком широкий. Ой. И сегодня решено было ехать по дороге, которая до поселка ведет, потому что по реке, по озеру, по которому планировали ехать, еще никто не ходил на снегоходах, то есть там дороги нету. А вот от Ушма, от поселка, там дорога должна быть по Лозьве, и там мы уже поедем непосредственно на велосипедах. Но я свою сумку буду разгружать. Сегодня поедем, завтра поедем, и так облегчится сумка, потому что ехать невозможно. Я даже думала, что по такой дороге я бы на своем велосипеде прекрасно проехала. Впереди меня Александр идет, организатор. Он меня контролирует, как бы далеко от меня не отъезжает. Ильдар и Дмитрий уехали вперед. Александр ему сказал, чтобы они могли, в принципе, ехать до поселка. Маленько сейчас пройдусь, потому что сейчас горка началась. Я просто не вкачусь с ними. До горки дойду, потом покачусь. Как-то вот так вот. Ну, я еду, конечно, большинство это. Но когда горка, я все-таки сколько-то проеду, сколько могу, потом иду пешком. Потому что вот так-то, когда едешь с метров 30 проезжаешь, все начинает шея ныть и плечи из-за руля, из-за того, что не под меня руль. А
тут еще и в горку. Не, по реке по самой проще ехать, потому что там таких вот подъемов, спусков нету. В этом плане там, конечно, легче будет. Но я не жалуюсь. Я не жалуюсь. Как и есть. Сама знала, на что подписывалась. Именно поэтому, ребята, я всегда говорю, лучше вместо того, чтобы в прокат брать велосипед. Вот кто-то мне говорит, типа, что приехала куда-то, возьми в прокат велосипед, зачем ты свой тащишь. А вот именно вот поэтому это все. Вы посмотрите, Дмитрий и Ильдар, как они вперед улетают, Александр как вперед улетает. Все потому, что они на своих велосипедах, построенных под них. Ну, плюс, конечно, потому что они мужчины, и они априори сильнее. Я все-таки женщина. Мы послабее мужчин будем. Как бы ни качали в зале, как бы ни занимались тренировками, все равно будем послабее. Та-та-та-та-та. Остановилась попить водичку. Сейчас скоро на обед остановимся у речки. И сейчас, наверное, подъем у нас, спуск, и там речка должна быть вроде как бы. Я прям как Снегурочка, девица из 12 месяцев. План такой: в скором времени здесь поедет Валерий на машине на своей. И решили то, что тяжелый груз ему скинем, и отвезет он на избу вперед. То есть какую-то броску сделает. Как же красиво. И так тихо. А там впереди Александр. Я смотрю по следам. Ильдар в основном сейчас идет. Ладно, пойду по чуть-чуть пройдусь и поеду. Сейчас просто подъем в горочку. В горочку я точно заехать не могу, так что я пройдусь, чтобы не мерзнуть и мышцы разогреть. Александр оставил свой велосипед, спустился с горки. Решил проверить, каково это. Как вообще на моем велосипеде можно подняться в эту горку. Поднял сидушку под себя и поехал. Сейчас спрошу его, каково это. Расскажите ваши ощущения, Александр. Все прекрасно, зимний лес. Вот. Едем с Ксюшей вот по дороге. Ты мне скажи, каково было подниматься на моем велосипеде в горку? Да, я сидушку поднял, но резина у тебя получше, да. Как бы прикольно. Так что ты молодец. Продолжаем ехать, да, дальше. Еще далеко? Да. Ну и нам еще где-то 6 километров до реки, Северная Тошемка. Там у нас будет перекусик. Ну, спокойно. Так, нет, прямо есть. Руль тяжелый из-за повербанков, поэтому заносит. Седло не опустили. Да, надо опустить седло. Так, тынч тут, тынч тут. Так, стою из рюкзака термос оставлю. Тут у нас сейчас скоро чай будем пить.
Валерия, можно вас заснять? Вы рукой помахаете, я скажу, что это Валерий наш спаситель. Это Валерий наш спаситель. Валерий Николаевич. А мы уже породились, мы уже Валерием называем его. Тот самый Анямов. Да, тот самый Анямов. Скидываем все тяжелое и едем к речке. Должно быть полегче. Так, давай подавайся. Максимально разгружаюсь. Как под 120 по задним ходом. Ой, сильно-то нет, не рассчитывай на меня. Я уже вся уставшая от этого руля. О, другое дело. Так, Да. Так, а этот-то? Там пауэрбанки у меня и камера. Ну все, оставляем точно, да? Ну, наверное, Смотри, второго шанса не будет. 5 килограмм Правильно? спереди. Всё? Я сзади. Нормально. Я Всё. считаю груз. Короче, Валер, им передавай до часу ночи тревогу не бить. Понял? Спасибо большое. Ирин, увидимся, да. Чай пьем с Ксюшей и едем к тебе. Пусть, если что, дом топят, баню топят, но... Зато по-спортивному всё равно. Конечно. Да. Ну, до часу ночи не пьем, Валера прыг на снежик. Ну что ж, поехали. О, какой он легкий. Даже чересчур легкий. Начинает темнеть. Впереди должна быть река. Конечно, добрались. Я иду пешочком. Иду пешком, потому что не получается подолгу ехать из-за плеч и шеи. Несмотря на то, что веса уже меньше, у меня 5,5 килограмм только впереди в пауэрбанке и все. Не получается ехать, потому что общая усталость плеч и шеи дает о себе знать. Спуск к реке, надо быть осторожной, потому что заносит довольно так и нормально. Сейчас уже, в принципе, дорогу не особо видно. Оно все как-то сливается серое. Ох, ох, ох. Вот так я шлепнулась. Первое падение. Как-то сейчас... Ой. С трудом выбралась. Вот так занесло, вот так занесло. Комбез, кстати, вообще топ. Вообще просто отлично для таких покатух. У меня только термуха снизу и флиска. И вполне себе нормально. Поехала дальше, там, наверное, уже. Меня потерял Александр. Но, кстати, падать довольно-таки мягко. Мне даже вставать не хотелось. Так там уютно было лежать. Но не надо так делать, потому что не надо простывать. Ой, что-то там было такое. Вот дело лед или бутылка. Вот она, речка. Речушка. Сейчас будем кушать. Ой, тут снегоходы. Нам осталось еще примерно полпути до Ушмы, где мы сняли избу у Валеры Анямова. Ехать долго на велосипеде из-за боли я не могла, и мысли о том, что буду ехать еще несколько дней на этом велосипеде, меня не особо радовали. Александр предложил, чтобы люди на снегоходах меня довезли до поселка, а он доберется на своем велосипеде сам. Поначалу я отказывалась, но вспомнила, что мои теплые вещи были в сумках, которые я передала Валерию, и он их уже давно увез в избу, а мороз уже прилично начал давить. Также подумала, что Александр без меня точно быстрее доедет, поэтому все же решила согласиться. Запомни место, куда он его спрятал. Сейчас Александр спрячет велосипед, и я буду пешеходом
конфеты есть, на, выкупи. Не, только спасибо, я только что поела. Нарвалась на главкома, выкунул. Круче нет. О, бертишка, да? Ну, конечно. Ну, шикарный. У нас в клубе все берки. Это вот... Шатуны 96 экстрим клуб. Много? Ты прикалываешься, что ты будешь как у молодого, у тебя зрение будет. Вот у меня дальнозоркость, она не лечится. Пихнем, непихуемая. Как тебя зовут? Денис. Два, Денис. Два Дениса. Так, тикает что-то. Все нормально. Пока мы собирались, Александр уже уехал вперед. Я чувствовала облегчение из-за того, что распрощалась с велосипедом. Но как буду дальше продолжать маршрут, было для меня загадкой. Ведь бросать маршрут на полпути – это не по мне. Когда стемнело, мороз еще усилился. Руки мои начали замерзать, так как варежки и маска была у меня также в сумках, которые были уже в ушме. Пальцы старалась сильно сжимать, но это не особо помогало. В скором времени я уже перестала их чувствовать. Все нормально? Руки замерзают. Руки замерзают. Смотри, иди сюда. Не надо, потому что я потом лучше ты поешь, я ни хера не вижу. Я еду так, что, наверное. Ну-ка, сними челку. Смотри, Че? иди сюда. Вот так берешь сейчас. Вот так. Пойдешь вот так, отойди. Вот так. Смотри, давай сюда. Вот смотри, как я делаю. Смотри. Да. Чтобы у тебя пальцы били по спине вот так вот. По спине сильнее. Нагнись ниже. И бей так, чтобы пальцы по спине. Сильнее руками. Сильнее. 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 Заболели. Как только кровь пойдет, круг пальцев, знаешь, согреется. Давай сильнее. Нагни сильнее. Вот так. Давай. Ой, блядь. Че? Кровь пошла? Ну, Ты блядь. уже их потому что, блядь, уже подморозила. Ну, конечно, блин. Что ты терпишься? Зачем? А нету этих Не, согреваешь? сейчас дам. Сейчас дам, на. О, давай. Держи. Подожди. Блядь, Сани, я вообще не завидую. Ух. Ой. Вот так вот. Саня, если... Подуй туда. Да. Сейчас, обожди. Так все, ты в этих сейчас отогреешься. Да, я чувствую. Так, на. А ты уж меня уже знаешь избу? Как их делают, да? Я хреново знаю, как их делать. Блядь, я тоже не знаю. Давай почитаем инструкцию. Их приклеивать надо просто. Что делать надо? Просто приклеивать. Куда? На, Давай. вставляй. Куда приклеивать? Внутрь, снаружи. Нет, так их, наверное, подожди, на голое тело, наверное, надо. Не, Нет? вот сюда, вот. Вот, наверное. Вот так, да. Ну, мне вообще жарко. Это мусор, А. я это в карман. Да. Нахрен ты выбросил? Где она? Дай в карман. Дай скорее мне перчатку. Что делать? Перчатку, на? Перчатку. Что, замерзли прям сильно-то? Да вообще капец что-то. Так она терпела, уже пальцы мерзнут, когда уже сильно замерз, и потом пиздец. Сейчас согревается? Ну-ка, подержи вот это. Да. Подержи, варежку. Чё? У меня эти-то нормальные перчатки там у меня. Что, не одела? Палец Одела. где? А, палец у меня рядышком. А очки еще без очков. На. Они у меня там. Ну все, сейчас экипирует. Что же, по реке ехать, да? Держи руки, руками держи. Ага. Прекрасно. Ну-ка. Тут нормально все. Нормально? Это все хорошо, распитывается. Просто повис. Спасибо тебе большое, добрый человек. Все, живая. Да-да.
Я в домике у Валерия. Все, добралась. Как оказалось, то, что Сельдар залез в машину Валерия и с ним добрался. Я думаю, что он поступил правильно. Дмитрий с Александром, скорее всего, доберутся. Но сейчас прямо вообще мороз крепчает. Если что, в час ночи выдвинемся за ними на снегоходе. Будем решать, что делать завтра, потому что я сейчас без велосипеда. Но это экспериментальный поход, велопоход. Все может быть. Потому что никто еще так не делал. Плюсы и минусы свои учтем. Спасибо большое, ребята, на снегоходах. Блин, вы просто классные ребята. Если бы не вы, я бы замучилась. Сейчас объясню почему. Потому что вот эти вот сумки, которые я к Валерию закинула, здесь моя теплая одежда. У меня под моим комбезом чисто легкая термо с легким начесом. То есть я бы просто-напросто околела, если бы шла вот сейчас в темноте. Печка топится. Сейчас еще подкину. Баню сейчас тоже затопят с Валерием. Там Ильдар ушел. Сейчас я тоже дровишки сюда подкину. И печечку побольше, чтобы быстрее разгорелось. Чтобы быстрее стало тепло. И чайничек стоит уже на плите. Печка тихо потрескивала дровами, наполняя дом теплом. Валерий принес генератор, мы включили свет, и в доме стало еще уютнее. Вскоре приехал Дмитрий, а спустя какое-то время и Александр. Мы сели за стол, чтобы приготовить ужин. Все поделились своими историями, как добрались до этой избы, ведь получилось так, что у каждого из нас была своя история. После ужина Александр решил также поведать историю про ту самую группу Дятлова. Мы сейчас, получается, с вами находимся в поселке Ушма. В тот 59-й далекий год, когда группа Дятлова, значит, шла данным маршрутом, данного поселка не существовало. Чтобы вы понимали, они на лыжи встали ниже, то есть выше по течению от того места, где мы с вами находимся, в ныне несуществующем поселке Второй Северный. Вот от той точки, где мы сейчас, до того поселка, мы завтра его будем проезжать, ориентировочно где-то 14 километров. Там есть характерное скальное образование такое, и напротив этой скалы, на повороте реки Лозьва, они ночевали в полуразрушенном домике. Стартовали они вообще первый свой день с 41-го лесоучастка. Это вот от этого места 9 километров ниже по течению реки Лозьва. 41-й лесоучасток – это то место, куда они доехали на машине с открытым кузовом, где у них 10-й участник Юрий Юдин, по легенде и, ну так сказать, по его утверждениям, простудил, продуло ему седалищный нерв. И пройдя буквально первый день, а прошли они первый день налегке, от 41-го лесоучастка до 2-го северного порядка 20 километров. Вот. В этот день они шли налегке. Их вещи вез дедушка Слава, так сказать, расконвоированный уже человек, который здесь был, так сказать, вольным. У него была лошадка и небольшие, так сказать, какая-то саночки. И он там вез их вещи и вез еще какой-то груз. То есть, они в это время шли легонькие. Соответственно, пройдя этот маршрут, уже в следующий день, по-моему, это было 28 января, они становятся на лыжи в полной раскладке. А Юрий Юдин, вот что меня лично удивляет, поэтому сейчас в интернете очень много споров, кто бы что ни говорил, я одну вещь понять не могу. Их было изначально 10, но когда они вышли 28 января на Лозьву, в свой, так сказать, последний действительно поход, 10-й участник от них уходит в обратную сторону, опять по реке Лозьва, вниз по течению, на этот 41-й лесоучасток. У меня возникает один серьезный вопрос. Как можно с защемленным седалищным нервом идти 20 километров? И самое главное, как руководитель похода... Там какая погода была? Погоду сейчас чуть позже скажу, да. И как руководитель группы фактически отпустил его одного. Ну, то есть это очень, так сказать, серьезный моментик такой. Возможно, на него есть ответ, но я пока для себя лично его не нашел. По поводу погоды. Откуда мы можем это узнать? В то время как точных метеосводок именно этого околотка, этих окрестностей мы получить бы, и если даже бы нашли архивные данные, то они были бы неточные. Поэтому мы можем ссылаться только на дневниковые записи. У ребят
в группе, чтобы вы понимали, был у каждого обязательно свой дневник и еще командный дневник. Итого было 11 дневников, которые были потом впоследствии не все найдены. Вот. И в этих дневниковых записях четко у многих ребят и в общем дневнике строго отражалось температурный режим, который они наблюдали по ходу пьесы, своего движения. Вот как раз в первый день, когда они уже полностью пошли со всей укладкой, они пишут, что пройдя полчаса буквально, они делают небольшой привал, хотя обычно туристы-лыжники ходят 45 идут, 10 минут отдыхают, либо даже 50 идут, там 10 минут отдыхают. Они же делают через 30 минут перерыв и начинают чистить лыжи. Потому что пишут, что очень много подлипов, снег мокрый, прилипал, да. И это как бы... А в то время никаких пластиковых лыж, как вы знаете, не было, были деревяшки, которыми сейчас пользуются. И там еще такой очень важный момент, немножечко тайны вам добавим, который реально есть. На этом привале у них было 5 фотоаппаратов, которые официально наши найдены. Они начинают друг друга фотографировать, вроде, ни на чем неприметном участке реки. Куча фотографий. Я тебя, ты меня. Зачем тратить пленку, если она на вес золота? И мы еще там до гор не дошли. Вот. Забегая вперед, вам скажу, что в горах не так уж много фотографий у них сделали. И вот там есть очень таинственные кадры. Может, пленка кончилась? Про это мы поговорим завтра, что было в горах, и про пленку, которая, возможно, кончилась. Сейчас доведу историю до того, что они, когда вышли, прошли по реке, приходилось чистить лыжи. Свои сложности у них были тоже. Хотя, честно скажу, в отличие от нас, допустим, от всех взятых, у ребят за плечами огромный туристический опыт. Они прошли Хибины, на то время это серьезно. Они прошли Приполярный Урал. Игорь Дятлов, руководитель группы, которого вы все знаете, по той самой уникальной, распиаренной фотографии, где он в такой шапочке стоит. Все думают, что она сделана здесь. Эта фотография сделана на Приполярном Урале за год до этого рокового похода. И опять, чтобы вы понимали, Приполярный Урал конкретно, там Сабля, допустим, та же Монорага, это лавиноопасные места. То есть это реально там категорийный поход, очень серьезный. Хотя этот поход был заявлен как тоже высшей категории трудности на то время. То есть он тоже зимой, да, туда ходил? Да, они ходили зимой. Ничего себе. И про тот поход, могу сейчас сказать, могу не сейчас, там такой казус интересный произошел. По поводу вообще снаряжения, небольшое такое ответвление сделаю, как бы с чем ребята шли. То есть у них в походе была самодельная палатка, сшитая из двух. Была самодельная подвесная печка. В то время такими пользовались, не знаю почему, но подвесная. Так вот, в 1958 году, это говоря об опыте ребят и о снаряжении, которым они пользуются, у них группа была небольшая. Как мне рассказал Петр Иванович Бартоломей, он до сих пор жив, это друг Дятлова. Он был в 1958 году вместе с ним на Приполярном Урале. Они вшестером вышли в район. Перед тем, как пойти, у них карт особо не было. И так сказать, Великий Советский Союз, в хорошем смысле этого слова, прибывая на пункт выхода, они встречаются с летчиками, которые на Ан-2 получили только что летное задание и вылетают в этот же район. Как-то они пересекаются, это прям факт. И те им говорят: ребят, можем сейчас облететь, показать, куда вы пойдете. И в этот момент они рисуют в группе кроки. Кроки — это самодельные карты. То есть это до того люди умели читать местность и накидывать себе маршрут. Потом они облетели, вернулись, и получилось так, что группа их разделилась еще на мини-2 подгруппы. Не знаю почему. 3 человека. У одних в группе в итоге оказалась палатка, у других печка, и они были друг от друга разделены. И пришлось им жить в палатке без печки. И судя по их, так сказать, навыкам выживания, в хорошем смысле этого слова, как это происходило? То есть они двигались в горной местности, они не уходили в зону леса, чтобы высоту не терять. И они заползали туда просто как в мешок, друг к другу прижимались, закрывались, у них спальников не было, одеялами тяжелыми, которые с собой тараканили. И вот так переживали до утра. Да еще у них там травма у человека случилась, пробила голову. И они там за него переживали, вот так согревались, и потом продолжали движение. Поэтому это я к чему рассказал, что бытует очень много мнений, что дятловцы были неподготовлены, не знали, куда идут. И все это было несерьезно. То есть это было изучено не только, конечно, мной и экспертами в то время. То есть об их компетенции вопрос вообще не ставится.
чтобы вы понимали о снаряжении, о навыках, о возможностях и знании местности. Вот так вот можно сегодняшний день закончить. А завтра мы, если интересно, конечно, расскажу вот сам апофеоз события, что произошло там. В чем кроются все вот эти вот самые главные вопросы. Что, как и почему. За окном начался сильный снегопад. Это могло существенно нарушить наши планы на прохождение маршрута. И по такому неутрамбованному снегу ехать практически невозможно. Снегопад шел всю ночь и продолжился утром. Выпало довольно много снега. Мы решили, что я поеду сопровождающим на Буране вместе с Валерой Анямовым. Также мы увезем все тяжелые вещи на волокушах, а ребята втроем отправятся налегке на велосипедах по реке Лозьва. Вот и уехали, ребята. Вроде проехали. Ну, конечно, сложно им будет. Сантиметров 15 уже, наверное, выпало снега. Надеюсь, на реке сегодня снегоходчики ходили. Так, здесь у нас еда. Надо, наверное, тоже вынести. Вынести сразу же к общему. Вот и он. Вот это вот все надо будет погрузить мне. Пусть тут тоже стоит. Вот это все погружу на сани волокуши и увезем вместе с Валерием. В путешествиях бывает такое, что на ходу приходится менять планы. И это путешествие не было исключением. Ожидая Валерия, я не предполагала, как все резко поменяется в этом походе. Но об этом расскажу вам в следующий раз.